there. То есть это записи того, что нам, ну, как бы освобождено как бы в манифестацию, скажем так. I will see the correct translation. I understand what the meaning, but the correct translation. У кого-то есть сверху Google переводчик? Reveal — это освобождено в проявление, правильно? Которые даются сверху, то есть они записывают знания, которые слово имитируется. This wisdom эта мудрость is concealed in symbols. It is concealed in symbol. Она записана в символах. It is concealed in symbols. Она скрыта в символах. And revealed through allegories. И, ну, как открывается через аллегорию. That is how it is explained by Master Pythagoras. Таким образом, она была объяснена Пифагором. So you have many symbols, and these symbols are the symbols of this wisdom. And in scriptures you find all the allegories to unlock these symbols, to reveal this. Таким образом, вы видите большое количество символов, мудрости, заключенных в символах, а Веды дают ключ для того, ну, к их расшифровке, для того, чтобы раскрыть эти символы и их мудрость. So the word Veda itself is derived from what is called Vak. Vak is Vid. Vid means to know. Vak is the utterance. Vid is to know. Само слово Веда исходит из слова, которое означает знать. So therefore, it is the light that illumines. То есть это свет, который освещает. Как тавтология, но так переводится. Because even when, in the process of learning also, whatever we study and learn, that is also illumination. Поскольку даже в процессе обучения происходит как бы освещение, то есть мы учимся и тоже происходит как бы извлечение света. So this impersonal or universal wisdom is received as that light, as illumination, and thus you get the revelation. Таким образом, эта безличностная мудрость мы получаем свет, как свет, и она просвещает. So it is symbolically said that these Vedas are uttered forth by the creative intelligence by Brahma. Short parts. Таким образом, Веда символически говорится, что она изречена Брахмой, Создателем. This utterance. This is utterance. The Veda, the wisdom is uttered forth by the creator intelligence. Таким образом, Веда — это произношение знаний творческим разумом. So it is just like the utterance of the word. Таким образом, это просто как произношение слов. The process of this creation is also called the utterance of the Lord. Процесс создания, в том числе мироздание, называется как произнесение слова. Вначале было слово. In all the scriptures, во всех священных писаниях, this process is explained as этот процесс объясняется как the whole creation is explained as the utterance of the Lord.
Во всех священных писаниях творение объясняется как слово Бога, произнесение слов Бога. The utterance is what we call as a word. The word is uttered out. Ну, произнесение — это там произнесение слова, тут немножко английский. That is why in Bible also Таким образом, в Библии также you have a sentence. есть предложение. The word was with God and the word is God. Давай, Витя, ты лучше. Вначале было Мир, За- мир это Бог. The word was with God Слово было с Богом. Слово было от Бога. and и the word was God. Слово было Богом. Слово было произошло от Бога, и Слово было Богом. That means Это означает, who is the utterer что The- тот, кто of the говорит, creation is God. тот, кто произносит, выражает творение, So выражает, the это whole Бог. creation came out as the utterance of the Lord of the universe. Все мироздание произошло как слово Бога и выразилось в космосе. So the process of the utterance of this creation and the process of utterance of word is the same. И поэтому процесс сотворения мироздания и процесс сотворения Произнесение слова. произнесения слова, он один и тот же. So this uttered, the word that is uttered like this is what is called Veda. И выражение мироздания как выражение Бога, оно называется ведание. So, how this, when we know the process of this utterance, we can easily understand the process, how this creation has come out. Когда мы знаем, как происходит выражение слова, мы можем понять, как произошло выражение мироздания, то есть сотворение мироздания. We speak, we speak, all of us, the beings, we speak the word. We speak many words, we Мы speak the знаем, word. что все мы, We utter the word. все люди, все сотворенные, мы общаемся словами. So we utter, we know only the word which is uttered in a particular language. Every person utters a word in his own language. И каждый человек произносит те слова, которые он знает только на своем родном языке. That is called the physical speech. И это называется физическая речь, физический разговор. That is the fourth state, fourth phase of utterance. И это выражение, этот разговор имеет 4 стадии реализации выражения. It is explained in the Veda or the scripture that И объясняется в Ведах или в священных писаниях, what you utter as a word is only 1/4 of the total utterance. то, что мы произносим как слово, это всего лишь 4-я часть произношения, выражения. Because 3/4, the other 3/4 of this is concealed inside. It is not Потому что 3 coming другие out. стадии этого процесса, они скрыты внутри, то есть мы их не видим. How can we understand this, that there are 3/4 are inside? Как мы можем понимать вот то, что 3 части этого процесса, они внутри скрыты? You observe your own Наблюдая, utterance. наблюдая за своим собственным произношением, For example, when you speak any word, you utter any word in your language, in произнося Ukrainian любое language. слово на любом языке, So before you utter прежде this чем physically, произнести это голосом физически, there is a stage where you utter this in your mind. существует стадия, момент, когда мы произносим это в уме. Before you uttered physically, so if there is no utterance in the mind, you cannot utter this out. So in any language, it is first uttered in the mind. Любое произнесение слова, если оно не произнесено ментально внутри, оно не может быть произнесено физически. So that is a stage
before our physical utterance. И это этап, стадия, предшествующая физическому произнесению голосом. That is what is called the mental speech. Это то, что называется ментальная речь, ментальное выражение. And what is the stage before? It Какая comes as an utterance in the mind. предыдущая стадия, значит, которая происходит? It is a stage where you have an impression. Это стадия или состояние, когда мы получаем впечатление. So any word before it is uttered in our own language in the mind, before that it is beyond language, so it is in the form of impression. Прежде чем выражение будет ментально произнесено у нас внутри на нашем собственном языке, есть этап, который называется впечатление. Прежде чем мы сформулируем ментально внутри, есть предыдущий этап, это впечатление, которое мы получаем, выражаем. So that is when we go from the physical speech, that is the third on the higher. Начиная от физического произнесения слова, это третий этап, третья стадия. And before it came out as an impression, there is the stage beyond this, that is the first starting stage. И перед этой третьей существует четвертая, которая является первой на самом деле. You just observe before any impression is formed, how it is in the form of the utterer himself. It is not differentiated from the utterer. И наблюдая за собой, вы сможете убедиться, что эта стадия, она тождественна тому, кто произносит. То есть нет никакой разницы между произносящим это и тем, кто это произносит. Because the previous stage, the stage where you have the impression, that is a stage where there is a differentiation of utterer and his utterance, that is starting of differentiation. Before that, the utterer and his utterance are not differentiated, they are one and the same. На стадии, когда мы получаем впечатление, существует определенная дистанция между тем, кто произносит, и впечатлением. Предыдущая стадия – это полное единство произносящего впечатления и самого процесса. То есть тот, кто произносит, он и является источником впечатления. That is what is meant by, in the sentence of Bible, the word was God. That means their word and the God and his word are not differentiated. В этом смысл выражения библейского, что слово было у Бога. So now, when we start from the higher point, then first there is Если начать с высшего, the utterer. First there is only the utterer. то вначале только произносящий. And his utterance of the word is not yet differentiated from him. И на этом этапе, значит, произнесенное слово не разделяется с ним. Он и слово одно и то же. At that stage, И на этой стадии, на этом этапе Помоги вы там вот смело. попробуют разные. Может быть, сильнее надо двигать. okay, I will just explain the word. You can't use this. Я просто попробую выразить на словах. The difficulty is if it's better when I write, then you can copy it. But why? Лучше, когда написано, тогда мы получаем другое впечатление. Because there are Просто одно. some
some technical terms which are to be. Потому что есть определенные технические термины, которые объясняют. You know, if you have these flip charts, then it is easy to write down. And that is what we were doing in Kucheri. Удобнее это делать, потому что там более четко видно. So the first stage where Первая стадия, первый этап, the utterance and the utterer are not differentiated, выражение и произносящие, они не разделены, одно и то же. that is what is called para. Technically, it's called para. Технически это слово называется пара. So that is what you. So it is the same with the utterance of creation, is same with the utterance of the word also. И это одинаково с точки зрения выражения мироздания и выражения, которое делаем мы. And then you get an impression first, that is an impression to На utter. следующем этапе мы получаем впечатление, impression of uttering. An impression to utter, it is the starting point. It is a differentiation Получаем starting. впечатление высказаться. That is where Выразиться. the utterer and the word start И differentiating. на этом этапе произносящие и выражения, они уже отдельно разделены. So that is what is called, that stage is called pasyanti. И этот этап называется пашьянти. And when this differentiated word which started as a wave, when it is translated into a language in your mind, that is the intermediary stage, that is called madhyama. И этот этап, когда вот эта волновая волна переходит в ментальное выражение на нашем собственном языке, называется how it's called? Madhyama. Madhyama. Маджьяма. Madhyama. Маджьяма. And then the physical utterance which comes out, that is the fourth stage. На четвертом этапе физическое выражение, физическая речь происходит. That is called Vaikhari. И это называется вайкари. Unfortunately, I cannot write. К сожалению, не могу написать. So therefore, we have to remember that this Поэтому и нам необходимо помнить это. the whole creation Все мироздание came into physical existence произошло физическое воплощение, выражение from the Creator от Создателя, от Творца in 4 stages. в 4 стадиях, в 4 этапах. So now we can clearly understand that the creation and the Creator are one only. И размышляя над этим, мы можем понять, что Создатель и творение – это единое целое, это одно и то же. That is what is meant by in the sentence, the Word was God. What a world. Word. Это смысл выражения, что слово – это Бог. So there are Was God. The word was God. God. Word was God. Слово было Богом. First is the Word was with God. So Word and God are differentiated. And then before that, the Word and the God are not differentiated. So that is Смысл этого выражения в том, что на этом этапе слово, выражение и Бог, они разделяются. До этого они были одним целым. so these 4 stages of utterance, И эти 4 этапа выражения, these are symbolically called the 4 faces of Brahma, the Creator. они символически изображаются как 4 лика Создателя, Брахма. You know, when you study in the allegories of these Puranas and all these things, you'll find Brahma has 4 faces on 4 sides. This is not like a
a person having 4 faces and 4 sides. It Поэтому is аллегорически вот в the 4 священных писаниях stages. Создатель, он изображается Брахма, Творец, мироздание, он изображен с 4 ликами. Это не значит, что у него 4 лица, а то, что... Because he is the creator intelligence. Потому что он творческий разум. That is why the creation came out through his utterance. That is the reason. И смысл этого в том, что творение, мироздание, оно происходило в 4 этапа. В этом смысл этих аллегорий и выражений. So this whole process together Весь этот процесс в целом is called Veda. называется Веда. So that is the wisdom. И это является мудростью. Именно поэтому это является мудростью, что это не просто записанные человеческие слова, а это знание того, как сотворялось мироздание. Мудрость. Веда — это мудрость. So in the same order, Таким образом, в том же порядке the Vedic wisdom is also classified into 4. ведическая мудрость классифицируется. So the Vedic wisdom is classified into 4 types of texts, 4 texts. Поэтому Веды состоят из 4 типов текстов. So the first one is called Rig Veda. Первое называется Риг Веда. Rig means the word that is uttered out. И Риг означает слово, которое выражается. Риг. Корни санскрита. You often say that the cause of Russian and Yes. Sanskrit. Yeah, there are many words. То есть это Риг. Ригведа — это слово, которое выражается. There are many words which are exactly same words in Russian and Sanskrit. Очень много слов, которые имеют одинаковое произношение и значение в санскрите и русском языке. And the second text of Veda is called Sama Veda. И следующая часть Вед называется Самаведа. Sama means a song. Song, what we sing. И Сама означает песня, то, что мы произносим, Поем. поем. Where is this song? This song Где находится эта песня? This song is in the form of the rhythm in this creation. Эта песня находится в ритме, существует в ритмах этого мироздания. Once again, when we observe ourselves, how we are able to utter a word, И еще раз, если мы будем наблюдать за тем, как мы произносим слово, we have the process of inhalation and exhalation. присутствует процесс вдоха и выдоха. It is very rhythmic, И он очень ритмичный, unless we disturb it. даже если мы, Пока мы его не нарушим. пока мы его не нарушим. Because in this creation, everything is very rhythmic. Потому что в этом мироздании все существует на ритмах. So, how we are able to utter the word, it is because of this rhythm which is working in us. И произнесение слова может быть только потому, что вот эти ритмы, они существуют в нас. When you observe closely the process, Если мы внимательно рассматриваем процесс близко, we have two things like the millstones, which are our vocal cords. у нас есть внутри 2 вещи, которые как голосовые связки, но они Like millstones. они как работают как жернова. You know, when you have to make the
flour of the wheat. That's so you need these milestones. You put the wheat and they grind Для того, this. чтобы мука произошла, вот эти жернова, камни, они перетирают. So in the same manner we have these two milestones like the vocal cords. И у нас есть такие же два приспособления, которые мы называем голосовыми связками. So through our inhalation and exhalation, И с помощью нашего дыхания, вдоха и выдоха, these vocal cords are made to put to resonance, эти, vibration. значит, эти голосовые связки производят вибрации. And how this, from where this process is operating? Но откуда весь этот процесс управляется? Кто управляет этим процессом? It is existing in this space as a property. Он существует в пространстве как способность. Many of these processes we think that they are the processes in us, but they are existing in space as the properties of space. Мы склонны думать, что многие эти вещи и процессы, они существуют в нас, как наши способности. На самом деле они существуют как способности пространства. But we never try to go towards it, how it is going on, because we always are busy in outside world, but what is happening inside, we have no time. Но вследствие того, что мы постоянно озабочены тем, что происходит вокруг нас, наша мысль, мы практически не уделяем внимания, чтобы понимать и наблюдать за тем, что происходит с нами. You know what is the mechanism of our communication? Как происходит механизм uttering нашего words to each other. общения словами? How it is happening? Как это происходит? When I first see Victor, then Когда я впервые увидел Виктора, I want to communicate. в этот же момент я захотел общаться. So if I have to call him Victor, И значит, если я позову его Виктор, as I told you first, this starts like an impression. то это начинается с определенного впечатления внутри. And then it is in the mind, it is uttered as Victor. И затем в уме оно звучит как Виктор. And this thought which has come in the mind, it is translated into the sound vibration to utter out. И затем это значит, выражается в Sound vibration. звуковой вибрации, как слово. And how it is reaching the other person to receive. Но как это достигает другого человека, который получает это? So this sound vibration came out through the vibration of these vocal cords. Эта звуковая вибрация происходит в результате механической вибрации голосовых связок. And how these vocal cords are made to vibrate, from where? Но почему и как эти голосовые связки вибрируют? Through your inhalation and exhalation. Это вследствие с помощью нашего дыхания, то есть вдохов и выдохов. So what is it that is operating through our inhalation and exhalation? Так что управляет нашим вдохом и выдохом? This also we never observe. Это, за этим мы тоже не наблюдаем, не осознаем это. When we start observing Когда мы начинаем наблюдать the process of our breathing, inhalation and процесс exhalation, дыхания, вдоха и выдоха, so we have to focus our mind towards our inhalation and exhalation. мы начинаем это с того, что мы сосредотачиваемся и наблюдаем за своими вдохами и выдохами. This is a phenomenon of alternation of pulsations. И это дыхание, значит, является выражением
феномена пульсации, чередования пульсаций.